2008 год. Ты уничтожаешь сборную Нидерландов, выводишь Россию в полуфинал чемпионата Европы. Через год ты забьешь 4 мяча на Энфилде, покоришь Англию и станешь лицом российского футбола во всем мире, но пройдет всего несколько лет. И тебя будут освистывать собственные трибуны. Тебя назовут предателем, высокомерным эгоистом и человеком, которому плевать на страну. Люди будут желать тебе разорения и ненавидеть так, будто ты совершил преступление. Но вот главный вопрос. Как лучший российский футболист 21 века превратился из народного героя в главного врага собственного народа? Ты, Андрей Аршавин. И это вся твоя жизнь. Ты рождаешься в Петербурге. Ты растешь с уверенностью, которая выглядит дерзостью. Ты говоришь то, что думаешь, даже если это неудобно. Внутри у тебя холодная концентрация, снаружи спокойная наглость. Тебе 19 лет. В «Зените» ты быстро перестаешь быть перспективным. Уже в 2001-м тебя называют лучшим полузащитником России. Ты играешь дерзко. Потом приходит 2005-й. Сезон, который по ощущениям твоей карьеры был идеальным. Голы, передачи, хэт-трики, серия матчей, где ты делаешь разницу почти в одиночку. Дальше все складывается в большую картину. «Зенит» становится чемпионом в 2007-м, а ты – лицом команды. И 2008 закрепляет статус. Кубок УЕФА, потом Суперкубок УЕФА, трофеи, которые для российского клуба звучали как недостижимая мечта. Тебя признают лучшим игроком финала Кубка УЕФА. Ты становишься лидером не только «Зенита», но и сборной. И вместе с этим приходит особый вид давления. Когда страна долго не имела больших футболистов, она начинает лепить из тебя символ. Символу нельзя ошибаться, но ты человек, и ты еще не знаешь, насколько дорого потом заплатишь за право оставаться собой. Евро 2008. Ты пропускаешь старт, а потом выходишь так, будто копил энергию годами. Матч с Нидерландами становится твоим личным доказательством, 3-1. Россия впервые ощущает себя не статистом, а силой. Тебя включают в символическую сборную турнира. Ты становишься 6-м в голосовании за золотой мяч. Тебя боготворят целиком, со всеми твоими колкостями, прямотой, характером. Пока все побеждает. Когда ты переходишь в Арсенал, Англия встречает тебя с сомнением. Русский в премьер-лиге – это всегда стереотип. Непонятно, чего ждать, не выдержит темп, не адаптируется. Ты давно понял, нужно один раз сделать на поле, чтобы люди замолчали. И ты делаешь. Почти сразу признание игроком месяца АПЛ. Первые матчи, где ты создаешь моменты из ничего. 16 результативных действий в первых 15 играх – цифры, которые выглядят как статистика готовой звезды. Тебе дают капитанскую повязку уже в 10-й игре. И ты чувствуешь. Ты приехал доказать, что русский футболист может быть угрозой. Матч на Энфилде становится твоим паспортом в футбольную вечность. 4 гола Ливерпулю на их поле – это не просто личный рекорд. Это событие, которое болельщики пересказывают как легенду. Там редко дают играть свободно, там ломают ритм и давят трибунами. Ты покоряешь Англию одним вечером. Появляются рекламные кампании, где ты рядом с глобальными звездами. И это тоже странное чувство. Ты все тот же парень из Петербурга, только теперь тебя узнают не по фамилии, а по роли. И именно в этот момент начинается опасная штука, когда окружающие уверены, что ты всегда будешь таким. Твой футбол сложно объяснить сухими метриками. Ты не бегал больше всех и не выглядел как физический монстр. Твоя сила была в другом, в эффективности включений. Иногда тебя почти не видно, а потом ты одним действием меняешь игру. Ты игрок настроения, но не в смысле ленивый, а в смысле гениальный в моменте. Тебя сравнивают с большими именами той эпохи, и это не комплимент для галочки. По результативности на отрезке ты держишь уровень, сопоставимый с топ-атакующими игроками. Пока ты выигрываешь, характер кажется харизмой. Пока ты даешь результат, прямота выглядит свежестью. Но когда начинается спад, та же прямота становится причиной для обвинений. И тогда тебя начинают судить не по игре, а по образу. На пике вокруг тебя слишком много шума. Тебя хвалят так, будто ты уже легенда навсегда. И где-то в этот момент самоуверенность начинает выглядеть высокомерием, хотя внутри ты, по сути, тот же. Прямой, резкий, не любящий церемоний. Просто теперь каждый твой тон воспринимают через лупу. Ты отвечаешь журналистам коротко, иногда колко. Ты не умеешь улыбаться для картинки. И часть людей начинает тебя ненавидеть еще до провалов. Самый болезненный удар приходит там, где страна уже все решила заранее. Россия не выходит на чемпионат мира,
2010 года, проиграв в стыке Словении. Виновным становится капитан и главная звезда – ты. Тебе припоминают все. Не дожал, не повел, не захотел. Ты не показываешь эмоции на публике, и после Словении это воспринимают как равнодушие. На тебя навешивают ярлык. Ему все равно. А внутри начинается кризис, о котором никто не узнает. В твоем мире эмоции – это личное. Ты вырос в культуре, где сильным считается тот, кто не демонстрирует боль. После Словении это сыграло против тебя. Болельщики решили, если ты не рыдаешь, значит, не переживаешь. В какой-то момент страна берет огромный микроскоп и наводит его на тебя. Побеждаешь – наша гордость. Проиграл. Позор, враг, мы тебя не знаем. В такой атмосфере любая ошибка становится поводом для травли. Евро 2012 становится точкой невозврата. Команда играет ниже ожиданий, атмосфера вокруг сборной перегрета, и любая искра превращается в пожар. В холле отеля происходит разговор, который потом разойдется на всю страну. Это ваши ожидания. Ты говоришь это, и в общественном сознании фраза превращается в приговор. Ее воспринимают как «нам плевать». Видео расходится так, будто это признание вины. И дальше начинается эффект лавины. Тебя больше не слушают, тебя уже судят. С этой минуты ты становишься удобным антигероем. Проблема того скандала в том, что он никогда не был чистым фактом. Он был медийной конструкцией. Разговор снят не сначала, люди на видео выглядят подвыпившими, атмосфера явно накалена еще до включения камеры. Ты не знаешь, что было сказано за минуту до записи. И зритель тоже не знает. Появляется версия о провокации со стороны публичного человека, который пришел требовать извинений и вел себя так, будто ответственность за состояние футбола лежит на 11 игроках. Это удобно. Вместо вопросов к системе, к инфраструктуре, к детскому спорту и управлению, все сводится к морали одного футболиста. И вот что важно. Даже если ты сказал резкость, это не равняется ненависти к стране. Это равняется усталости человека, которого сначала вознесли, а потом начали уничтожать за несоответствие мифу. После Евро 2012 тебя встречают свистом. Это особое ощущение. Ты выходишь за сборную, а стадион гудит так, будто ты чужой. Даже тренеры, которые видели многое, поражаются масштабу агрессии. И это уже не про футбол. Это про наказание. Начинаются призывы, которые звучат дико. Лишить гражданства, выслать, разорить. Тебя превращают в символ равнодушия, в образ человека, которому плевать на страну. И этот образ удобен, потому что он объясняет боль болельщика простым способом. Не мы ошиблись в ожиданиях, а он предал. Тебе неприятно, но ты снова не играешь в жертву. Когда спортивная репутация уже качается, личная история становится финальным ударом. Развод превращается в медийную войну, и общество, особенно его эмоциональная часть, чаще всего автоматически выбирает сторону, которая звучит моральнее. Тебя начинают обсуждать не как футболиста, а как человека, которому приписывают характер по заголовкам. На этом этапе ты окончательно становишься антигероем для огромной аудитории. Тебя уже не судят матчами, тебя судят мифом. И миф оказывается сильнее любых твоих достижений. Кубка УЕФА, Энфилда, Евро 2008. История переписывается в режиме злости. В Англии тебя тоже перестают романтизировать. Там проще. Если ты не даешь стабильный результат, тебя критикуют без сантиментов. Звучат слова вроде тех, что говорил Гарри Невилл. Будто ты выглядишь незаинтересованным, будто тебе не нравится погода, будто ты мечтаешь вернуться домой. Тебя считают игроком настроения. Когда вокруг шум, травля, давление, ты закрываешься. А закрытый Аршавин выглядит на поле иначе, чем свободный. В итоге парадокс. Дома тебя обвиняют в равнодушии к России, а в Англии – в том, что ты слишком сильно ее любишь. Ты оказываешься между мирами, где никто не хочет увидеть человека. Все хотят ярлык. Ты возвращаешься в «Зенит», и разговоры мгновенно становятся одинаковыми. Не получилось в Европе. Переоценен. 2 хороших сезона. Люди любят простые финалы, а твоя карьера не укладывается в простой финал. Ты сам понимаешь. Уехал поздновато. Ты ушел в Европу не в 21, 22. А когда пик физики уже начал медленно уходить. И это вечная тема русского футбола. Талант дозревает дома, а потом приезжает на Запад чуть позже идеального момента. Ты говорил, что молодым нужно уезжать раньше. Потому что в Англии темпы и требования не ждут, пока ты адаптируешься. Есть и другая правда. Тебя долго не отпускали.
Клуб держал свою звезду, и твой уход вообще стал чудом. И поэтому ощущение нереализованного величия вполне реально. Если бы ты оказался в топ-лиге на 2-3 года раньше, картина могла быть другой. Но даже при этом ты успел сделать то, чего не делал почти никто из российских игроков той эпохи. Стать мировым именем без скидок. Миф о 2 хороших сезонах звучит красиво, но не выдерживает фактов. Ты был заметным еще в начале 2000-х, лучший полузащитник России в 2001-м, футболист года по разным версиям, яркие сезоны в Петербурге задолго до Евро 2008-го. В Англии у тебя не один всплеск, а солидная дистанция. 144 игры, 31 гол, 46 передач, 77 результативных действий. Для игрока, который приехал не в самом раннем возрасте и не на пике физики, это сильные цифры. Тебя сравнивают с футболистами топ-уровня той эпохи, и это сравнение не унижает, а подчеркивает масштаб. Ты был сопоставим по влиянию с известными именами, особенно по отрезкам. Ты действительно был игроком настроения. Но настроение у тебя часто означало другое – свободу и доверие. Когда тебя не загоняли в рамки, ты мог делать невозможное. Переоценен ли ты? Скорее недопонят. Твоя проблема не в таланте, а в том, что общество требовало от тебя не футбола, а удобной личности. А ты остался собой. Ты с годами признаешь. Где-то ты мог сказать иначе, где-то мог промолчать, где-то не дать гордости управлять тоном. Ты не святой и не жертва без ошибок. Но вопрос остается. Заслуживал ли ты ту ненависть, свист и попытки отменить тебя как человека? Страна сначала боготворила тебя за Евро 2008, за Энфилд, за редкое чувство гордости. Наш среди лучших. А потом сделала то, что умеет делать с героями. Потребовала идеальности и уничтожила за несоответствие. Самое честное доказательство того, что тебе не было плевать, те самые минуты 2008-го, когда ты после матча едва дышишь на интервью, когда у тебя нет сил даже говорить, но ты все равно стоишь и держишь удар. Ты не играл для красивых слов. Ты играл пока мог. И теперь твоя история звучит как предупреждение. В футболе можно проиграть матч, но сложнее всего не проиграть страну, которая решила, что герой обязан быть удобным. Ты Аршавин. И это вся твоя жизнь.